6 лет спустя римские солдаты вошли в этот лес, но нашли не победу, а кладбище. Черепа, прибитые к стволам деревьев. Кости, побелевшие под дождем и снегом. Здесь легли 20 тысяч человек. Поэтому империя запомнила это место одним словом – катастрофа. За 6 лет до этой находки лесом командовал другой человек. Публию Квинтилию Вару было почти 60. Опытный наместник Сирии и Африки, зять императора по браку. Август доверил ему 3 легиона, 15 тысяч солдат. Поэтому здесь, в Германии, Вар чувствовал себя в полной безопасности. Эту уверенность Вар заслужил не в бою, а в подавлении восстания. В Иудее после смерти царя Ирода вспыхнул мятеж. Вар взял Иерусалим и распял 2000 человек. Город запомнил его жестокость навсегда, но Рим за ту же жестокость наградил его новым назначением. После резни в Иудее местные жители устроили бойкот. Перестали покупать римскую посуду, знак молчаливой ненависти, который археологи находят до сих пор. Но в Риме на это смотрели иначе. Вара отправили в Германию не за военный талант, а за умение договариваться с непокорными племенами. 30 лет назад Рим уже пытался покорить эти земли. Пасынок Августа Друз выиграл здесь несколько сражений, но погиб совсем молодым, упав с коня. С тех пор границу по Рейну удерживали разные полководцы, поэтому к появлению Вара Германия казалась почти усмиренной землей. Но усмирение было хрупким. За несколько лет до этого германцы на голову разбили римский отряд в так называемой Лолиевой катастрофе, доказав, что легионы уязвимы даже после десятилетий походов. Рим списал это на случайность, поэтому урок так и не был выучен по-настоящему. К началу нашей эры страх почти исчез. Купцы свободно торговали через Рейн, гарнизоны занимались не войной, а строительством дорог. Рим верил в собственный мир так сильно, что перестал замечать, как быстро эта уверенность превращается в слепоту, которая скоро будет стоить жизни 20 тысячам. Три легиона несли на себе имена, которые больше никогда не прозвучат в истории Рима. 17-й, 18-й, 19-й. У каждого было золотое знамя орла, священный символ, который легион защищал ценой собственной жизни. Поэтому потерять орла считалось позором хуже смерти. Обычный день легионера состоял не из сражений, а из рутины. Рытье канав, укрепление дорог, учебные схватки на деревянных мечах. Именно эта скука убаюкивала бдительность целого войска. Поэтому никто не готовился к тому, что ждало их впереди. Один из этих солдат оставил по себе всего одну деталь – застежку кольчуги с процарапанным именем. Марк Аий, первая когорта. Больше о нем неизвестно ничего, ни возраста, ни судьбы. Поэтому эта царапина на бронзе и есть все, что осталось от целой человеческой жизни. У Вара была семья. Он женился на Клавдии Пульхре, внучатой племяннице самого Августа, что связало его с домом императора навсегда. Дома, среди свитков и вечерних трапез, он был просто мужем и отцом, а не человеком, которому предстояло погубить 3 легиона. Чем дольше длилось лето без единого настоящего сражения, тем крепче становилась уверенность Вара. Германские вожди являлись к нему с жалобами, а не с оружием. Поэтому он все больше судил споры как римский чиновник, а не как командующий на вражеской территории.
Рядом с легионами шли вспомогательные отряды, германские всадники и лучники, служившие Риму за гражданство и жалование. Они были вооружены хуже легионеров, но знали здешний лес так, как ни один италиец никогда не узнает, и среди них уже был один, готовивший предательство. В обозе шли не только солдаты. Хирургические инструменты, женские шпильки, брошь, найденные позже среди костей на Калькризе, говорят о том, что рядом с легионами были и торговцы, и, вопреки уставу, женщины. Поход казался почти мирным переселением, а не военной операцией. Все лето Вар провел не в походах, а в судебных разбирательствах. Он разбирал тяжбы германских племен, вводил налоги, вел себя так, будто провинция уже была покорена окончательно. Именно это и было его ошибкой. Он управлял землей, которая ему не подчинялась. Среди германских офицеров при Варе был один, которому он доверял больше остальных. Молодой, образованный в Риме, безупречно говоривший на латыни, получивший римское гражданство за верную службу. Историю о том, кто он такой на самом деле, Вар так и не узнает вовремя. Из Рима Германия выглядела почти решенным вопросом. Донесения говорили о спокойствии, налоги поступали исправно, восстание не случалось годами. Никто в Сенате не подозревал, что 3 легиона стоят на пороге крупнейшего военного поражения за всю историю империи. В конце лета пришел приказ сворачивать летний лагерь и вести войско обратно к Рейну на зимовку. Обычный рутинный марш, который легион проделывал каждый год. Никто не догадывался, что в этот раз дорога домой станет дорогой в один конец. Все, что Рим знал о собственной силе в Германии, держалось на доверии к одному единственному человеку. Но у этого человека была совсем другая история за спиной, своя собственная. Поэтому рассказ о Риме на этом не заканчивается. Он только начинает разворачиваться по-настоящему. У этой истории есть и другая сторона. Арминию было 25. Германский вождь по рождению, римский офицер по воспитанию. Он носил кольчугу легиона и бронзовую гривну соплеменников одновременно. Поэтому никто вокруг не видел в этом противоречия. Все началось за 15 лет до этого. Друз разбил племя херусков в бою, и 10-летнего мальчика забрали в Рим заложником. Он был сыном вождя, поэтому его не заковали в цепи, а отдали в аристократическую семью на воспитание. Рим воспитал его как своего. Латынь, риторика, военное дело – все это мальчик из германского леса усвоил быстрее римских сверстников. Уже в юности его приняли во всаднический орден, редкую честь для чужеземца, поэтому никто не сомневался в его преданности Риму. Между 4 и 7 годом нашей эры Арминий служил в Панонии, подавляя восстание вместе с римскими легионами. Именно там он получил боевые награды и полное доверие командиров. Поэтому, вернувшись оттуда, он уже не выглядел чужаком ни для кого в лагере. Два события определили его на всю жизнь. В детстве он видел, как херусские заманили в засаду отряд Друза. Год спустя тот же Друз разбил его собственное племя. Урок был прост и жесток. Римлян можно победить, но только их же оружием, их же хитростью.
К IV году нашей эры Арминий вернулся в родные земли, формально все еще верный Риму. Он командовал германским отрядом на службе империи, докладывал римским офицерам, соблюдал каждую формальность, поэтому никто не заметил, что он уже начал считать дни. Вар доверял ему не по приказу, а по-настоящему. Арминий сидел рядом с ним на советах, ездил в патрули с римскими офицерами, стал почти незаменимым. Поэтому, оставаясь один, он позволял себе то единственное, чего Вар никогда не видел – расчет. По ночам вдали от римских патрулей Арминий встречался с вождями племен, которые веками враждовали друг с другом. Убедить их было труднее, чем обмануть Вара, поэтому он строил союз медленно, племя за племенем, месяцами, а не за одну ночь. Херуски, марсы, хатты, бруктеры. Из полусотни германских племен он собрал лишь горстку, но именно ту, что была нужна. Не всеобщее восстание, а точный удар в нужном месте. Поэтому численность значила меньше, чем координация между вчерашними врагами. Не все германцы верили Арминию. Сегест, вождь-соперник и его тесть, давно подозревал зятя в двойной игре. Причина была личной. Арминий похитил его дочь Туснельду против воли отца. Поэтому подозрение легко смешивалось со старой обидой, которая жила в нем годами. Сегест пришел прямо к Вару и назвал вещи своими именами. Арминий готовит измену. Вар выслушал его вежливо и не поверил ни единому слову, поэтому предупреждение, способное спасти 3 легиона, осталось просто разговором в пустом шатре, который никто не вспомнит. Все лето Арминий ничем себя не выдавал. Он служил, советовал, улыбался римским офицерам, но из-под уговорил Вара разделить войско под предлогом мелких стычек. Поэтому к концу лета легионы оказались слабее, чем были в начале, и никто этого не заметил. Затем пришло донесение о восстании на Западе. Доклад, который сам же Арминий и сфабриковал. Вар встревожился ровно настолько, насколько было нужно. Поэтому он ни на секунду не усомнился в человеке, который сам же эту ложь и придумал от начала до конца. Арминий предложил решение – не возвращаться старой дорогой, а пройти через земли ангриварцев, короче и с попутным подавлением мятежа. План звучал разумно и удобно, поэтому Вар согласился, не подозревая, что своей подписью открывает дорогу прямиком к Калькризе. Утром 7 сентября войско получило жалование, 3-ю выплату года, и настроение в лагере было почти праздничным. Никто не знал, что эти монеты через 2000 лет станут главной уликой археологов, поэтому солдаты просто радовались обычной удаче. В тот же вечер Арминий попросил у Вара разрешения отлучиться, чтобы собрать своих херусков и вернуться через день-два. Вар согласился без раздумий, поэтому войско лишилось четверти своей разведки в тот самый момент, когда она была нужнее всего. Это была их последняя встреча как соратников. Арминий оставил в колонии нескольких херусков, будто бы проводников, но на деле шпионов. Настоящая их работа заключалась не в том, чтобы вести легионы, а в том, чтобы наблюдать, куда они идут.
Арминий скакал теперь уже не как римский офицер, а как то, кем был всегда – вождь, созывающий свои племена. Легионы шли дальше по указанной им дороге, не догадываясь, поэтому расстояние между двумя войсками сокращалось быстрее, чем кто-либо мог представить. На следующее утро колонна растянулась на 15-20 километров сквозь густой лес. Идеальный строй, которым славился Рим, здесь просто не помещался между деревьями. Поэтому легионы шли растянутой, уязвимой цепью, а не единым войском. И никто из офицеров этого пока не осознавал. Первый удар нанесли бруктеры, союзники Арминии. Они обрушились на растянутую колонну градом копий и также быстро отступили. Это была не победа, а разведка боем, поэтому урон оказался небольшим, но страх успел поселиться в рядах легионеров. Потери от первого удара были легкими. Командиры доложили об этом почти спокойно. Вар выслушал доклад и приказал идти дальше, не поворачивать назад. Поэтому у легионов так и не было ни единого шанса выйти из леса тем же путем, каким они вошли. Затем небо обрушилось. Проливной дождь превратил лесную тропу в реку грязи, промочил щиты насквозь, утяжелил каждый шаг. Легионеры, привыкшие побеждать дисциплиной, теперь боролись просто за то, чтобы удержаться на ногах. Поэтому строй начал рассыпаться сам собой. Промокший до нитки, Вар приказал разбить лагерь прямо в лесу, наспех, без привычного порядка. Военный совет собрался под дождем, при свете единственного факела. Поэтому уже само это собрание выдавало то, во что еще никто не хотел верить вслух. Доклады о потерях оставались легкими, но обоз и разведка пострадали сильнее всего. Именно они делали войско зрячим и снабженным. Поэтому их ослабление значило больше, чем показывали сухие цифры убитых и раненых в тот дождливый вечер. Никто еще этого не понимал. Ночь в промокшем лагере тянулась бесконечно. Часовые вглядывались в темноту леса, не понимая, что именно их пугает. Поэтому страх распространялся быстрее любого приказа, от палатки к палатке, пока не охватил весь лагерь целиком, включая самого Вара. Перед рассветом Вар принял отчаянное решение. Не ждать утра, а прорываться ночью, пока противник не окружил лагерь полностью. План был рискованным и почти безнадежным, поэтому легионы двинулись в темноту, отказавшись от последнего укрытия, которое у них еще оставалось. Колонна двинулась в темноту без факелов, чтобы не выдать себя. Дождь не прекращался, грязь засасывала каждый шаг, поэтому марш, задуманный как спасение, превратился в изматывающее, слепое блуждание по лесу, которое отняло у солдат последние силы перед рассветом. К рассвету изнуренная колонна вышла на узкую полосу земли между лесистым холмом и болотом. Именно здесь, у подножия холма Калькризия, Арминий и готовил свою настоящую ловушку, поэтому первая ночь резни была лишь подготовкой ко второй, куда более страшной. Офицеры заметили земляной вал вдоль склона холма и поняли – это не случайность, а расчет. Слишком аккуратно уложенный дерн и песок выдавали месяцы подготовки, поэтому сомнений больше не оставалось. Они шли не через враждебную землю, а прямо в западню.
Проход между холмом и болотом был не шире 100 метров, слишком узок для 3 легионов сразу. Щиты сталкивались друг с другом, строй сминался сам собой. Поэтому, когда первый залп копий обрушился с вала, уклоняться было уже физически некуда. Вал тянулся дальше, чем можно было разглядеть, а перед ним лежал свежевырытый ров с водой на дне. Германцы строили это не одну неделю, поэтому у легионеров, зажатых внизу, не было ни единого шанса быстро пробиться наверх. Отчаявшись, часть легионеров бросилась прямо на вал. Ров замедлил их бег, грязь тянула вниз, а копья сверху находили цель одно за другим. Поэтому штурм захлебнулся, даже не успев по-настоящему начаться, унеся с собой еще десятки жизней. После неудачного штурма строй начал распадаться по-настоящему. Приказы больше никто не выполнял слаженно, щиты и снаряжение бросали прямо на землю. Поэтому германцы впервые за 2 дня спустились с вала в сам коридор, к людям, которых больше некому было защищать. Легат Нумоний Вала, второй по старшинству после Вара, принял решение, которое запомнят навсегда. Он развернул конницу и бросил пехоту на верную гибель. Спасение не удалось, германская кавалерия настигла его почти сразу, поэтому бегство лишь ускорило его собственный конец. Германцы дрались не в открытом поле, а из-за укрытия, которое сами построили заранее. Вал давал им защиту, а легионерам не давал ничего, поэтому даже отчаянная храбрость отдельных солдат не могла изменить исход этого противостояния, каким бы упорным он ни был. Не все побежали. Префект Эгий собрал вокруг себя горстку солдат и держал позицию, пока хватало сил. Источники называют это стойкостью, а не отчаянием, поэтому его имя, в отличие от тысяч безымянных, все же дошло до нас через века. Другой префект, Циноний, выбрал иначе. Он сложил оружие вместе с уцелевшими солдатами, предпочтя плен верной смерти. Позже, узнав, что ждет пленных на самом деле, он покончил с собой сам, поэтому сдача не спасла его, а лишь отсрочила неизбежное. Второй день боя закончился не победой и не поражением, а изнеможением с обеих сторон. Римский строй давно перестал существовать как единое целое, поэтому то, что осталось от 3 легионов, дралось уже не за победу, а просто за следующий час жизни. Рассвет 3-го дня застал уцелевших в кольце вокруг последних 3 орлов. Впервые за поход знамена легионов стояли рядом друг с другом, а не растянутыми на километры. Поэтому это построение было не тактикой, а последним актом отчаянной защиты. Германцы атаковали кольцо сразу со всех сторон. Пространство вокруг знамен сжималось с каждой минутой, а защитников оставалось все меньше. Поэтому даже сам Вар, стоявший среди своих офицеров с обнаженным мечом, понимал уже совершенно ясно – это необратимо. Строй, наконец, распался окончательно и бесповоротно. То, что еще утром было последней организованной обороной, превратилось в разрозненные очаги сопротивления. Поэтому у 3 легионов, разбитых на группы и одиночек, не осталось уже никакой общей судьбы, кроме близкой гибели.
Вар стоял среди последних офицеров. Доспех избит, плащ разорван, лицо уже не командующего, а человека, который понял все до конца. Плен означал не просто смерть, а публичный позор и, возможно, пытки. Поэтому выбор, вставший перед ним, был жестоким по-своему. Вар выбрал меч, а не плен. Он упал на собственный клинок, как полагалось римскому командующему в безнадежном положении. И вслед за ним то же самое сделали несколько его офицеров. Поэтому последний акт римского командования на этой земле стал актом самоуничтожения. Остальных ждала иная участь. Кого-то убили на месте, кого-то взяли в плен для выкупа или рабства, а офицеров, как писал позже Тацит, германцы принесли в жертву своим богам. Поэтому граница между войной и религиозным ритуалом здесь стерлась полностью. Арминий отсек голову мертвого Вара и отправил ее Марабоду, вождю маркоманов, вместе с предложением союза против Рима. Марабод союз отклонил и переслал голову дальше, в Рим для погребения, поэтому даже в этом жесте победа Арминии осталась неполной. Весть о разгроме достигла Рима спустя неделю. Август, по свидетельству Светония, бился головой о стену дворца, крича одну и ту же фразу «Верни мне легионы». Несколько месяцев он не стриг волос и бороду, поэтому даже придворные видели. Горе было настоящим, а не показным. Легионы под номерами 17, 18 и 19 вычеркнули из реестра навсегда, что было редчайшим случаем в истории Рима. Обычно разбитые легионы восстанавливали заново, но эти три числа больше никогда не присвоят ни одной части. Поэтому позор остался написан цифрами. Рим искал виноватых. Тиберия критиковали за то, что он рекомендовал Вара на германское командование. Статуи Вара портили неизвестные, а его сын на всю жизнь остался тенью отцовского позора. Поэтому катастрофа одного человека разрослась в трагедию целой семьи. Восточный берег Рейна Рим больше не удерживал напрямую. Поселения там опустели, форты стояли заброшенными, а укрепления теперь строили только на своей стороне реки. Поэтому граница империи впервые за десятилетия сдвинулась назад, а не вперед, и это признавали даже в Сенате. Командование фронтом принял Германик, племянник и приемный внук Августа, всего 29 лет. Ему досталось 8 легионов, треть всей римской армии и войска, еще не расплатившиеся с солдатами, поэтому первым делом ему пришлось не воевать, а платить. В 14 году Германик нанес первый ответный удар по марсам племени, участвовавшему в засаде. Он сжег их деревни без пощады к возрасту или полу, поэтому это была не тактическая победа, а прямое послание. Рим еще способен внушать страх. На обратном пути Бруктеры, Тубанты и Узипиты попытались устроить новую засаду. Но на этот раз легионы держали строй безупречно и отбросили нападавших в лес. Поэтому урок Тевтобурского леса, каким бы горьким он ни был, оказался все же усвоен. Следующей весной Германик ударил по хатам и сжег их столицу Мати дотла. Разорение было демонстративным, рассчитанным на то, чтобы о нем узнали все германские племена сразу. Поэтому месть Рима теперь измерялась не только жертвами, но и пеплом.
том же году легионы освободили Сегеста, все еще осажденного сторонниками Арминия, и заодно взяли в плен его дочь Туснельду, беременную жену самого Арминия. Она вернулась не по своей воле, поэтому семейный раскол между отцом и мужем стал теперь делом всего Рима. На пути вглубь германских земель Германик привел войско к старому полю боя. Солдаты увидели выбеленные кости и черепа, прибитые к деревьям, и, по словам Тецета, хоронили погибших как родную кровь. Поэтому этот день стал данью памяти, а не просто военным маршем. Продвигаясь к сердцу земель херусков, войско попало в новую засаду Арминия у болотистых гатей, которые позже назовут длинными мостами. Бой шел 2 дня без ясного исхода, поэтому даже теперь, спустя годы, Арминий оставался противником, которого невозможно было застать врасплох дважды. Постепенно возвращались и трофеи прежних лет. Один орел нашелся среди захваченного имущества марсов, второй отбил у бруктеров отряд под командованием Стертиния. Третий по-прежнему оставался неизвестно где долгие годы, поэтому победа над забвением была одержана лишь наполовину, и все это понимали. В 16 году Германик вывел свою самую большую армию к равнине Идистависо и впервые заставил Арминия принять открытый бой, а не засаду. На открытом поле дисциплина римских легионов взяла верх, поэтому германцы потерпели решительное поражение, а сам Арминий был ранен. Отступившие германцы закрепились у Ангриварского вала для последнего боя кампании. На этот раз Германик не искал пощады, а германцы держались до последнего, поэтому вторая победа далась Риму так же тяжело, как первая, но на этот раз победа осталась за легионами. На обратном пути флот попал в шторм на Северном море. Часть кораблей затонула вместе с людьми и лошадьми, а вернувшись, Германик получил приказ Тиберия прекратить кампанию, поэтому завоевание, которое он считал почти завершенным, оборвалось на середине. В Риме Германик отпраздновал триумф, и в процессии пленных провели Туснельду вместе с ее 3-летним сыном. Она держалась прямо, не давая толпе повода для жалости. Поэтому даже в унижении плена она осталась тем, кем была – женой человека, которого Рим так и не поймал. Третий орел вернулся лишь спустя 32 года при императоре Клавдии. А еще позже римские солдаты освободили горстку пленных из легионов Вара, проведших в германском плену 40 лет. Поэтому эхо одной катастрофы растянулось почти на целую человеческую жизнь. Арминий, никогда не побежденный Римом в поле, погиб не от римского меча. Его убили собственные соплеменники, испугавшиеся, что он стремится стать царем. Поэтому человек, разгромивший 3 легиона, умер не героем в бою, а жертвой заговора внутри своего же народа. Три легиона исчезли из истории Рима за 3 дня в этом лесу. Но их имена не исчезли полностью, они остались в архивах, на бронзовых прыжках, в свитках, которые до сих пор кто-то разворачивает, поэтому память о них пережила даже само забвение, которого добивался Рим. Границу по Рейну Рим больше никогда всерьез не пытался сдвинуть на восток. 3 имени легионов исчезли из реестра навсегда, а лес, где все случилось, стоит и сегодня. Поэтому история эта не закончена. Она просто ждет, когда ее развернут снова, как этот цветок.